Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами испечем пирог. Пирог у нас сегодня будет с мясом и рисом. Очень сытная начинка, очень сытный пирог и очень вкусный, как всегда. Мои дорогие, попробуйте испечь пирог по этому рецепту. Рецепт теста абсолютно несложный, получится у всех, и это беспроигрышный вариант. Один салатик, и у вас готов обед. Попробуйте приготовить, мне кажется, понравится всем, а получится у всех, я даже и не сомневаюсь. Начнем готовить, мои дорогие. Сегодня мы начинаем приготовление с начинки, так как у нас будет сегодня мясная начинка. В сковородку наливаю растительное масло и сюда же добавляю одну нарезанную луковицу. На небольшом огне нужно будет буквально чуть-чуть лук обжарить. Как только лук станет у нас прозрачный, можно будет уже добавлять фарш. Фарш сегодня у меня говяжий, но можете прекрасно взять половину на половину. Половину свинины, половину говядины. Даже с курицей получается замечательно. И здесь ровно 400 грамм у меня. Перемешиваю хорошенько мясо. Быстренько все это нужно делать, чтобы у нас не стали такие крупные комочки фарша. Чтобы нам не пришлось еще раз пропускать мясо через мясорубку уже в готовом виде. Нужно будет вот именно сейчас немножко постоять. Нужно будет разбить весь фарш на мелкие-мелкие такие кусочки. Как только фарш поменяет цвет, я добавляю 1 стакан кипятка, 200 мл. Уменьшаю мощность плиты. Закрываю крышкой и оставляю мясо тушиться, пока не испарится вся влага. Это буквально занимает где-то около 20 минут. Видите, мясо у нас уже готово. Добавляю 1 чайную ложечку соли и черный перец по вкусу. Перемешиваю хорошенько. Переношу готовое мясо уже в другую посуду. Мясо пока оставляю в сторонке. Теперь опять-таки добавляю немножко растительного масла в сковороду. И здесь у меня 1 морковка, натертая на крупной терке. Морковка крупная у меня, не маленькая. Я все напишу в граммах внизу под видео. Обжариваем быстренько морковку. Щепоточка соли. И добавляю 1 стакан отварного риса. Рис я отвариваю 1 к 1. Полстакана риса, полстакана кипятка. Варим рис до готовности в чуть-чуть подсоленной воде. И перемешиваем его быстренько с морковкой. Теперь нужно будет смешать рис с мясом. Добавляю 150 грамм йогурта. Йогурт у меня сегодня 10%. Можете добавить сметану 150 грамм. Можете вместо сметаны и йогурта положить сыр. Это я делаю для того, чтобы начинка не рассыпалась у нас. Добавляю мелко нарезанную зелень. Здесь у меня петрушка и кинза. Перемешиваю. Наша начинка готова. Теперь займемся тестом. Для теста нам нужно будет взять 300 мл молока теплого, 100 грамм масла. Здесь у меня 50 грамм сливочного масла растопленного и 50 грамм оливкового масла. Вы можете взять или только сливочное, или только растительное. Но нам нужно в общей сложности, чтобы было 100 грамм масла. Добавляю 1 чайную ложечку соли и 1 чайную ложечку сахара. В тесто яйца не идут. И сейчас я добавляю муку. Здесь у меня ровно 500 грамм муки.
Мука уже у меня просеянная. Добавляю 1 чайную ложечку разрыхлителя. И 1 чайную ложечку дрожжей. Это не просто так в тесто идут и дрожжи, и разрыхлитель. Все связано между собой, мои дорогие, поэтому делайте именно так, как я вам показываю. Разрыхлитель дает легкость тесту, а дрожжи дают подъем в этом случае. Перемешиваю все хорошенько. Муку добавляем уже еще буквально 1 столовую ложку, потому что тесто немножко жидковатое. Вам, может быть, даже этого не потребуется. У меня сегодня, получается, ушло 500 грамм муки и еще 1 столовая ложка. Тесто должно быть по консистенции именно такое, как у меня. Мягкое-мягкое оно, но к рукам не липнет. Сейчас оно у меня полежит буквально 10 минут, не больше. Нам не нужно время, чтобы оно подошло. Все тесто будет подходить уже в духовке, когда будет выпекаться пирог. 10 минут прошло. Переношу тесто на рабочую поверхность и разделяю пополам. Можно раскатать скалочкой, а можно руками. С тестом этим очень легко работать, очень приятно. Оно очень такое податливое. С помощью скалки нужно будет перенести тесто в форму. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре, и на дно я уже застелила бумагу пергаментную. Пирог получается достаточно высокий. Теперь смотрите, мои дорогие, там, где тесто, там, где донышко формы соприкасается с боками, нам нужно обязательно пройтись 1-2 раза, чтобы у нас это место не было очень толстым, когда мы поднимаем бортики. Переношу всю начинку. В большей форме можно будет сделать этот пирог, но в меньшей я вам не советую. Утрамбовываю хорошенечко всю начинку. С помощью ложки это делать очень удобно. И второй кусочек теста точно так же нужно будет раскатать. Это уже будет у нас крышечка. Точно таким же образом переношу на скалочку. С помощью скалки переношу форму. Пирог. Мои дорогие, делитесь со мной всеми своими любимыми начинками. Очень интересно. Протыкаем вот таким образом вилочкой. И оставляем пирог на столе буквально на 10 минут. Включаем духовку разогреваться, и пока духовка разогревается, пирог у нас полежит на столе. Смазываем пирог 1 яйцом и чуть-чуть молочко. Здесь у меня можете прекрасно смазать пирог и просто молоком. Мои дорогие, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления, когда я буду ставить новые видео, когда будут выходить новые видео. Но это, конечно, все, если вам нравятся мои рецепты и мои видео. Посыпаю кунжутом, можете посыпать маком, можете ничем не посыпать. И буду выпекать пирог при температуре 180 градусов. У меня пирог выпекается ровно 35 минут. Следите за своей духовкой. Он должен быть вот таким румяненьким. Оставляю его остыть на столе буквально 10-15 минут. Вынимаю из формы. Переношу на блюдо. Этот пирог очень вкусный, теплый. Этот пирог очень вкусный, когда он теплый, но он точно такой же вкусный на второй день. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Очень легкое тесто, абсолютно не тяжелое. Пирог замечательный, мои дорогие, и вы можете его приготовить с любыми начинками. Мне кажется, сегодняшний рецепт вам всем понравился. Напишите мне в комментариях,
какие начинки вы используете, то, что я вам уже сказала, и вообще, какие пироги вы больше любите, сладкие или не сладкие. Пишите мне, откуда вы меня смотрите, очень мне интересно, с каких стран, с каких городов. И будем дружить, мои дорогие. Всем приятного аппетита, приятного чаепития, хорошей выпечки и всего доброго. Всех люблю. Пока-пока. До новых встреч на моей кухне.